Компания Kawasaki всегда умела удивлять. И с запамятных времен считалась производителем, выпускающим самые мощные и быстрые мотоциклы. Сейчас при словосочетании серийный турбомотоцикл всем на ум приходит, конечно же, король автобанов Kawasaki H2 и его спортивная версия H2R, которая с момента выхода и по сей день считается самым быстрым серийным мотоциклом на планете. А мало кто знает, что Kawasaki уже выпускала самый первый серийный турбомотоцикл в далеком 1978 году, чем шокировала всех мотолюбителей. Им стал Kawasaki Z1R Turbo. А все началось с супербайка конца 70-х Kawasaki Z1R, он же Kawasaki KZ1000. Литровый четырехцилиндровый мотоцикл, который конкурировал с Suzuki GS и Honda CB за полное доминирование на улице и трассе. Он являлся прямым потомком легендарного Kawasaki Z1900, который сверг CB 750 Strona в 1972 году и укрепил за Kawasaki репутацию производителя, выпускающего мощнейшие двигатели и злые в целом мотоциклы. Чтобы соответствовать, Kawasaki не просто решила обновить свой Z1R, но и переплюнуть конкурентов с запасом. Соответственно, что они и сделали, выпустив на рынок в конце 70-х самый злобный и свирепый супербайк Kawasaki Z1R TC, он же Z1R Turbo. Конечно же, в эпоху, когда автомобили Ford с двигателями V8 выдавали 140 лошадиных сил, Z1R Turbo поразил всех своим табуном. Турбонагнетаемый 1015-кубовый двигатель представлял собой четырехтактный четырехцилиндровый восьмиклапанный силовой агрегат с двумя распредвалами в головке цилиндров, который охлаждался воздухом и выдавал 126 лошадиных сил максимальной мощности на 8000 оборотов в минуту. При снаряженной массе в 245 кг на 400-метровой дистанции мотоцикл разгонялся всего за 11,4 секунды до скорости в 198 км в час. Максимальная же скорость, которую была способна развить модель Z1R Turbo, составляла 254 км в час. Однако при детальном рассмотрении новой модели выяснилось, что Z1R Turbo был создан лишь с одной целью – заманить безумных гонщиков в мотосалоны Kawasaki, особенно в США и Канаде, где продажи у компании стали падать. Z1R Turbo был результатом установки турбокомпрессора на полностью стандартный Z1R. Никаких внутренних изменений в двигателе внесено не было, никаких изменений в подвеску и жесткость каркаса тоже. Само по себе расположение турбокомпрессора было выбрано весьма неудачно. Kawasaki решили его установить прямо за двигателем на месте 4 28 мм карбюраторов Mikuni, из-за чего инженерам пришлось установить один 40 мм карбюратор Bendix. Также из-за такого расположения турбокомпрессора его охлаждения было недостаточно. Именно поэтому у более поздних конкурентов и на следующем турбомотоцикле от Kawasaki GPZ 750 Turbo турбокомпрессор устанавливали уже перед двигателем. Мотоцикл действительно выдавал мощь, от которой захватывал дух. Однако весь кайф портила, конечно же, турбояма, к которой нужно было привыкать. Поэтому Kawasaki Z1R Turbo заработала репутацию грозного, едва управляемого зверя, который был королем четверти мили. Однако жизнь Z1R Turbo оказалась очень короткой.
Всего с 78 по 79 год в общей сложности было произведено около 1600 штук, а окончательный крест на модели поставило законодательство США, запрещающее с 80-го года продавать новые мотоциклы с модифицированной выхлопной системой. Поэтому с турбонаддувом Kawasaki было покончено. Но не так давно, как мы видим, Kawasaki вернулась к турбомотоциклам, и до сих пор никто из конкурентов так и не осмелился ответить.